Всем большой привет! Сегодня, в день выхода этого видео, 1 октября, исполнится ровно 11 лет с того момента, как я и мои 4 чемодана приземлились в Аргентине, чтобы остаться здесь навсегда. Ну, кстати, какой третий из тех чемоданов 4 я выкинула буквально на днях. И как настоящий блогер я вам скажу, что меня часто спрашивали, как я оказалась в Аргентине. Но на самом деле меня действительно не один раз и не 2 раза спросили о том, как я оказалась в Аргентине. Я вот решила все-таки снять этот ролик, приурочить его к этой знаменательной дате. Немного организационных моментов быстренько скажу. Значит, если вы вышивальщица и открыли этот ролик, потому что интересно, можете смело брать вышивку. Это будет такой практический тег. Я буду много рассказывать. Показывать я буду, но, естественно, не вышивку, а город. И, в принципе, ничего такого важного. Если вам не интересно, это можно просто слушать. Но я решила все-таки снять это с некоторыми видами города, с говорящей головой, естественно, чтобы, во-первых, немножечко передать атмосферу, и там я буду кое-что говорить именно про город, и чтобы тем, кому интересно про страну и по городу, было бы на что посмотреть. Ну и давайте перенесемся в далекий август 2010 года. Я юна и прекрасна, и свободна, что очень важно. И я молодая учительница географии. Август, отпуск. Я, только что вернулась из путешествия по Байкалу и Монголии с геофаком. И, вернулась я в Москву, родной город, где я родилась и училась, работала. И, в общем-то, планов до 1 сентября у меня особо нет, а отпуск есть, горят торфяники вокруг. И жара дикая, и в Москве делать нечего. Я люблю жару, но я не люблю вот эту гарь, и вообще задыхаюсь. Те, кто помнит, понимают, о чем речь. Ну и вообще, честно так признаться, я не настолько фанат Москвы. Не очень люблю я, к сожалению, свой родной город. Поэтому перспективы провести месяц в задымленной Москве меня как-то не прельщают. Ну, а чуть ранее, в этом же году, в мае, я ездила с подругой в Доминикану. И в этой Доминикане мы познакомились с группой аргентинцев. Ну, и, как можно догадаться, с одним из аргентинцев у меня завязался легкий курортный романчик. Многие думают, что я в Аргентине по замужеству, Маркетис мой муж, но... Во-первых, мы не расписаны, во-вторых, мы в этом году отметили 8 лет вместе. Переехала я 11 лет назад. Соответственно, первые 3 года как раз то время, что нужно для получения постоянного места жительства, я как-то справлялась сама. Ну, давайте вернемся в 2010-й. Значит, вот с тем аргентинцем у меня продолжали общаться, и он мне говорит, мол, что ты будешь сидеть там в этой задымленной Москве, приезжай. Я говорю, а можно я на месяц приеду? Он говорит, приезжай на месяц. Ну и, в общем-то, я думала, что делать, ехать, не ехать. Друзья мои дорогие всячески советовали не делать этого, потому что вдруг же я влюблюсь. И что же делать? А я переезжать не хотела никуда, вообще никак. И, собственно, думала и решила, что надо ехать. Когда еще у меня будет возможность посмотреть на Аргентину, такую далекую страну. В общем, как вы понимаете, мне предрекали, конечно, опасности влюбиться и остаться, но предрекали мне эту опасность по поводу мужчины, а вовсе никак не этого чудесного города. Вообще я специально решила поехать в тот район, в котором я остановилась, чтобы попытаться
объяснить свою самую первую эмоцию в Буэнос-Айресе. Слушайте, какая милота, а? Дом, короче, в котором мы жили, его снесли, прикиньте. И вот что-то новое строят. Ну, и вроде я все правильно помню. Вот здесь был дом. Вот, теперь его нет. Короче, ну, я ничего особенного в этом доме не было. Вот. Был балкончик, и вид открывался вот сюда куда-то. Сейчас тут что-то все какое-то заброшенное. Сейчас расскажу, почему хотела, в общем-то, я прийти сюда и что хотела показать. В общем, неожиданно. Так, значит, ничего особенного в этом районе, ну вот именно на этой улице и в этом доме особо нет. Ну, дом как дом. Первый мой шок был от того, что открываешь двери и натыкаешься на стол. То есть никаких коридоров, там тебе ничего такого нет. Но буквально вот я прошла сколько шагов сделала, и смотрите, что я вам сейчас покажу. Вот такое шикарное здание. И, в общем-то, этих зданий, ну, их очень много, и это практически центр. Здесь район считается не самым благополучным, но вот буквально надо пройти 200 метров, и я окажусь у Национального конгресса. Сейчас я вам его покажу, я уж пройдусь вторые 100 метров без видео и покажу вам здание Конгресса. В общем-то, и вторые 100 метров я решила пройтись с видео. Значит, Буэнос-Айрес – это город забастовок, поэтому, естественно, здесь у Конгресса дурдом. Сейчас я вам, конечно, покажу, но что я хотела рассказать? Я хотела рассказать о той красоте, которая буквально находится возле того дома, где мы жили. Значит, если меня периодически будут перебивать вопли, крики и стуки барабанов, то это вот оттуда. Там происходит какая-то очередная манифестация. Ну, что-то такое достаточно мирное и немногочисленное. Значит, совсем близко я подойти сейчас, как вы понимаете, не могу. Можно туда на экскурсию попасть. Ну, в общем, безумной красоты у нас Конгресс. Сейчас еще кое-что покажу. Вот еще здание вокруг площади, да, дальше тоже виднеется красивая архитектура. А вот это кондитерская, видите, с мельницей, она была все это время на реставрации. Реставрация еще продолжается, но там и в моменты реставрации было понятно, что какая-то красота нереальная. Хотя она мне иногда до реставрации вещи нравятся больше, чем после, потому что они такие, знаете, с налетом старины. Так, сейчас я уйду куда потише и расскажу вам, зачем я все это вам рассказываю и показываю. Та часть Конгресса, к которой можно близко подойти, наверное, шумно. В общем, по Конгрессу, наверное, надо сделать отдельное видео, потому что попасть внутрь можно. И можно попасть на крышу. Я там была, и там библиотека прекрасная внутри. На крыше виды шикарно открываются. В общем, надо, наверное, сделать спецвыпуск. Буду ждать ваши плюсики, чтобы я сделала этот спецвыпуск по Конгрессу. Смотивируйте меня, пожалуйста. В общем, в первую очередь меня поразило то, что даже если вы не живете, никогда не жили в Москве, вы наверняка знаете, что жилье в Москве явно не дешевое, а если говорить про центр, то просто недоступное среднестатистическому человеку. Даже или тем более для съема, да, ну то есть если какие-нибудь там родственники когда-то что-то имели и вам завещали, наверное, это единственный вариант. А здесь все на самом деле наоборот. То есть в тот момент, про 2010 год, если я говорю, то даже в моем районе, в моем районе в Москве, удаленном от центра, не сильно, но все-таки удаленном от центра, снять двушку стоило 25 тысяч рублей, при том, что курс доллара тогда был 30. То есть это практически $1000. Здесь снять двушку маленькую, конечно, евро-двушку,
да, стоила там что-то типа $150, причем в центре. Потом я, конечно, уже поняла, что это не самый лучший район, что это менее престижный, шумный, то все. Но меня именно поражала возможность жить возле вот этой вот безумно красивой архитектуры с историей. Когда я приехала в этот свой отпуск в Аргентину, я по-испански не говорила слова совсем. Ну, нет, я знала, наверное, счет до 4. Спасибо. Поздороваться я могла с трудом, потому что Оля у меня выходила либо Оля, либо Ола, что, в общем-то, я понимала, что это не совсем верно. Давайте посмотрим тоже красоту. Это вот то, что было у меня только что за спиной. А вот передо мной. В общем, я не люблю фразу про города, что это город контрастов, потому что на самом деле любой город можно назвать городом контрастов. Потому что вот старый автобус проехал абсолютно создающий дикий шум. Вот абсолютно некрасивое, типичное здание, но вот рядом вот такая красота. В принципе, где... А вот помойка. Да, Буэнос-Айрес — это вот часто про вот это вот все, а вот, значит, исписанные и склеенные, вообще грязные какие-то, как это, ой, как это по-русски-то, ну, в общем, вы меня понимаете, да? Действительно, это город контрастов, но, ну, да, остановимся на том, что вот первая моя эмоция – это безумно красивая архитектура, и можно жить, можно снимать, можно даже купить квартиру в непосредственной близости от такого, как мне тогда казалось, прекрасного центра. Ну, мне и сейчас кажется, что архитектура здесь в центре безумно красивая. Начала я говорить про язык. Так вот, второе, что меня поразило, и это люди. И я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что в какой-то стране там люди плохие, а в другой какой-то стране люди хорошие. Совсем нет. Плохие люди есть во всех странах, хорошие люди есть тоже во всех странах. Мне импонировала очень вот эта открытость и улыбчивость аргентинцев. Они, во-первых, они всегда везде здороваются. То есть ты заходишь в магазин, в собственный дом, в подъезд, в лифт, в каком-то большом, там, я не знаю, даже в шопинге. И то люди чаще всего здороваются. Бывает всякое, естественно. Когда вы, турист, заглядываясь, куда-то там посмотрели, в кого-то врезались, вроде как виновата была я, но прощения просили у меня, как будто, ну, там, это просто вот вежливость, вот эта постоянная улыбчивость. Я расскажу только 2 истории, которые случились со мной и которые меня безумно поразили. То есть эти истории случились в тот момент, когда я была именно вот туристкой, гуляющей по городу. Естественно, потом у меня были случаи и с какими-то грубыми, неприятными аргентинцами. Это все естественно. Но вот эти 2 истории, они меня поразили. Значит, первая история. В далеком 2010 году интернета как-то на улицах бесплатного было больше. И я, значит, там что-то куда-то ходила, искала. Здесь, в принципе, план города-то легкий, потому что все параллельно и перпендикулярно. Заблудиться с картой географа вообще-то как бы сложно. Но я не помню, что-то я там искала. И хотела, чтобы мне показали, где это на карте, а я уж там дальше разберусь. И, как я вам уже сказала, я не говорила по-испански, и такие сложные фразы, типа как пройти в библиотеке имени Ленина, мне надо было говорить на английском, а здесь по-английски говорят, мягко говоря, мало. Ну и, в общем, я останавливаю какого-то там пешехода, спрашиваю, извините, подскажите. Он мне, значит, как-то на пальцах объясняет, что он по-английски не понимает, но никуда не уходит. Он остается со мной, смотрит что-то в карту и смотрит по сторонам. Я сначала не поняла, что он от меня хочет.
И, в общем-то, я дальше смотрела, кого я еще могу спросить. И оказалось, что этот человек ждет вместе со мной какого-то другого человека, чтобы спросить у него, не говорит ли он по-английски, не может ли он мне помочь. Проходит следующий человек тоже не говорит по-английски или говорит очень плохо, грубо говоря, его там английского хватает для того, чтобы сказать мне, что он не говорит по-английски. И он тоже остается. Значит, в общем, собралось около 5 людей. Одна какая-то женщина, в общем-то, она спешила, поэтому она сказала: извините, я вас оставляю, поэтому, значит, по крайней мере, это то, что я поняла. То есть она как-то вот объясняла, что помочь типа не может, поэтому пойдет, еще и спешит. И, в общем, какой-то там 5-й человек, грубо говоря, он владел английским языком или понял, что мне надо, или, в общем, как-то там мне помог. И вот когда уже был найден этот человек, который мне может помочь, тогда уже все остальные посчитали свою миссию законченной и решили расходиться. Меня это, честно говоря, очень поразило, потому что... если я путешествовала до этого в разных странах, бывала, и никогда не видела вообще вот такого вот отношения. И вторая история. Значит, вторая история у меня случилась... Это, короче, прикол. Значит, я... как я уже говорила, прилетала в августе, а в конце августа у этого моего первого аргентинского приятеля день рождения. И я, значит, решила, день рождения, надо купить тортик, свечки, все дела. Тортик купила, искала свечки, не могла найти свечки. Пошла, значит, в супермаркет, в супермаркете там что-то есть, какие-то с циферками, циферки мне не подходили, в общем, что-то, в общем, не могу найти свечки. А здесь есть такие магазины, знаете, там, грубо говоря, по-русски 1000 мелочей. И я, значит, захожу в этот магазин, там всего, вообще куча всего, и я понимаю, что здесь точно должны быть свечки, потому что тут вот реально все есть. Но их не могу найти, потому что там вот реально всего очень много. Я подхожу, значит, на кассу, говорю: здравствуйте, помогите мне найти свечки. Естественно, меня не понимают, по-английски не говорят, все дела. Я думаю, happy birthday, должны понять. Нет, не понимают. Дают бумажку, говорит: нарисуй. Я так плохо рисую, что, в общем, я так нарисовала, что меня не поняли. Пою я еще хуже. В общем, дошло дело до того, что вокруг меня собралась группа из посетителей, из продавцов, там, консультантов, ассистентов, кассиров и так далее. А я пела, значит, это Happy Birthday to you. В ноты я реально попасть не могу, но, в общем, они как-то по мелодии, кое-как поняли, о чем речь, и, в общем, мне нашли эти свечки, и тоже вот уже тогда радостно разошлись, и все, как бы, вот, помогли мне, миссия закончена, можно расходиться. Но я, на самом деле, человек достаточно стеснительный, а вот они располагают, понимаете, и располагают к тому, что ты, не стесняясь, вот идешь даже на то, чтобы петь, чтобы вот им объяснить, потому что явно понятно, что они очень хотят помочь. Очень хотят помочь. Часто это все напускное, и на самом деле помочь себе особо никак не могут. Но вот это вот проявить какое-то внимание, какую-то заботу, особенно если понимаешь, что вот это сложно, потому что они тебя не понимают и так далее, вот эта их искренность, эта их улыбка, она меня, конечно, подкупила. И я говорила, что на 3-й день в Буэнос-Айресе я уже чувствовала себя, как будто я здесь вообще очень долго уже живу. И вот эта вот нехватка знаний языка меня абсолютно не смущала, и абсолютно я не чувствовала себя здесь чужой. Вообще, прошло с тех пор, много лет, и многое, конечно, изменилось, но все равно расскажу то, что вот меня так глубоко поразило. Во-первых, было чисто. Сейчас все наоборот, здесь гораздо грязнее. Когда я была последний раз в Москве, Москва показалась куда более чистой, более продвинутой, технологичной. Когда в 2010-м сюда приехала, здесь не было живых очередей ни в каких заведениях, даже в аптеке. То есть ты брал какой-то талончик и
мог параллельно, пока ждешь, когда тебя вызовут, ходить и что-то там выбирать. Сейчас все наоборот, все это обычные системы эти не работают. Ну, неважно. И что еще я хотела сказать? Люди. Тогда в Москве, ну, по крайней мере, по моим воспоминаниям, все ходили как-то вот... Я здесь себя чувствовала в плане одежды достаточно странной, потому что я наряжалась. Даже вот просто погулять я наряжалась. А они были более расслабленные, более такие... Не наряжаются аргентинцы. Наряжаются, конечно, но это редко. Это должен быть какой-то действительно очень важный повод, а не просто пойти там в кафе или на свидание или еще что-то. Еще меня поразило количество слепых людей, которые с палочками, но ходят. И, потому что город действительно оборудован для того, чтобы им было более-менее как-то комфортно. И плюс люди, естественно, помогают, когда видят, расступаются или могут подойти и спросить, нужна ли какая-то помощь. Бабушки не выглядят здесь несчастными. Они уже тогда ходили в кроссовках, как им удобно, никаких вот этих вот платочков. Ну, в общем, как-то я понимаю сейчас уже здесь проживя, что здесь тоже очень маленькие пенсии, что действительно старикам должно быть здесь и сложно, и финансово, и вообще. Но они не выглядят несчастными. Вот, это вот все меня, конечно, очень впечатлило и очень подкупило. Когда я дальше стала узнавать больше город, меня поразило то, что в городе есть частные дома, маленькие, большие, прям дорогие, недорогие, но можно жить в столице, в доме, в собственном доме. Вы наверняка видели все мой район и видели, что это практически вид мой из балкона, да, например, и видели, все знаете, что это практически вот весь район состоит из частных домов. И меня это, конечно, поразило. Я не знаю, в Москве что вообще еще где-то что-то осталось. То есть я не очень люблю вот эти вот многоквартирные дома-муравейники. Сама я, конечно, на данный момент живу. Ну, мы купили квартиру, естественно, в многоквартирном доме. Ну, как многоквартирный, 18 квартир, не так уж и прям много-много. Не муравейник, да. Но, тем не менее, вот... Это тоже меня, конечно, впечатлило и привлекло. Я как бы все-таки столичная штучка, мне нужен именно город, наверное, был на тот момент, на данный момент, я уже как-то, может быть, сомневаюсь, но вот меня привлекало, что город может быть действительно такой разный. И муравейник, и тихо, и архитектура красивая, и, в принципе, везде ты можешь найти себе жилье. Это не то, что вот там, вот на такой-то улице жилье просто недоступны никому, нигде и никак. Здесь есть районы дорогие, прям, можно сказать, недоступные, но это... Ну, можно жить недалеко от этого недоступного района. Или можно, как я, жить в районе, в общем-то, с такими достаточно дорогими домами, но при этом там вот есть такой многоквартирный или среднеквартирный дом, в котором можно купить, например, себе квартиру. Что еще? Я, конечно, могу еще рассказать там про цены, которые меня тогда впечатлили, но впечатлили они меня с моей московской зарплаты. Естественно, мне казалось, что здесь достаточно дешево, со средними зарплатами аргентинцев и с инфляцией, которая здесь, конечно, все не так радужно. Еда безумно вкусная, ну, на мой вкус, да. Я очень люблю аргентинскую еду, причем во всех ее проявлениях, там не только мясо, да, знаменитое, и маты я люблю, и, да, ну, в общем, все. Не буду вдаваться в кулинарные подробности, иначе кушать захочу. Но главное все-таки, наверное, это люди, да, вот, и их отношения, пусть оно часто показное, вот эта вот улыбка в 32 зуба часто наигранная, но я предпочитаю, чтобы меня вот встречали с улыбкой, пусть она и не настоящая, мне не рады, но я не хочу, чтобы мне показывали, что мне не рады, пусть они это скрывают. Значит, и в целом, наверное, я могу сказать, что в Аргентине я
вот получила кайф и вообще научилась наслаждаться жизнью. Не когда-то там потом, не жить там 11 месяцев в году, работая и думая там о каком-то будущем, а там месяц отдыхать, а вот именно наслаждаться каждым моментом. Не жить сегодняшним днем, нет. Естественно, думать и о будущем и так далее, но наслаждаться каждым днем, каждым моментом и во всем попроще ко всему относиться. И вот прошло, как вы понимаете, 12 лет. Я безумно люблю этот город. Я могу, конечно, да, что-то ругать, вижу, естественно, недостатки, адекватно отношусь ко всем проблемам Аргентины, но я ни разу не пожалела о своем решении и безумно-безумно люблю этот город. Вам, наверное, интересно узнать, что же было дальше. Итак, я месяц пробыла в Аргентине. Кстати, нельзя, конечно, не вспомнить про Дикого ангела, когда рассказываешь про Аргентину. Несмотря на то, что я географ по образованию, естественно, какой-то вот именно бытовой жизни у меня представления были очень-очень смутные, преимущественно вот по тому фильму, сериалу, который я смотрела, там, когда мне было лет, наверное, 13, 14, 15, что-то такое. И, в общем, каково же было мое удивление, когда буквально во вторую ночь, я, по-моему, приехала где-то, в выходные, а в понедельник мой друг меня повел с собой на тусовку в честь дня там работника туризма. У него тут фирма такая маленькая. И он, значит, типа, пойдем. И мы пошли, и думаю, в понедельник люди ночью тусуются, по сути, там вот тусовка ночная. На следующий день еще на работу. Я была, конечно, очень удивлена. Причем начинается все очень поздно и так далее. Вот. И даже мое большее удивление было в том, что когда мы пришли в это место, помните, если те, кто смотрел, наверняка помнят, дискотека там в Диком ангеле, там такие полуголые бабы танцевали, попой крутили. И мужики длинноволосые, значит, что-то там играли, такое очень-очень типичное. И вот мы пришли, вот такое ощущение, что прямо вот оттуда вот такие же полуголые бабы в сапогах до колен, в трусах, да, в стрингах попой виляют, и вот такие же длинноволосые мужчины, вот прямо вот один в один. И, собственно, наши... не назову отношения, ладно, отношения складывались примерно так же, как и в сериалах. То есть, когда я в детстве хотела, чтобы жить как в сериале, знаете, вот эта вот страсть, эмоции, надо было этой вселенной посылы более нормальные делать. Вот. В общем, отношения у нас такие были, там мы туда-сюда, естественно, там куча таких же девочек, как и я была, и я это, в принципе, достаточно быстро поняла, поэтому... естественно, никаких иллюзий я особо не питала, но вот город мне безумно понравился. И что же было дальше? Да, город мне безумно понравился, но несмотря на все те эмоции, которые я вам описала, я не собиралась все, обратно не поеду. Нет, таких идей у меня не было, идей о переезде у меня тоже, в общем-то, сначала не было. И, да, действительно, я возвращалась в Москву с некой такой грустью, потому что в целом было хорошо. В общем, я вернулась в Москву, вернулась на работу, стала пробка, стала продолжать учить детей от мала до велика. Набрала себе кучу работы, пошла учить испанский язык на всякий случай. Вот, и тогда в Аргентине была очень оригинальная система въезда. Безвизовый въезд. На 3 месяца дается виза по приезду. То есть приезжаешь, тебе ставят штампик в паспорте, на 3 месяца ты можешь 3 месяца находиться. Я въехала 7 августа. И вот тогда было такое правило, что если я въехала 7 августа, 3 месяца я могу находиться в стране, а дальше по истечении этих 3 месяцев, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь,
с 7 ноября я не могу 6 месяцев въезжать в страну. Если же мне все-таки нужно въехать, я должна попросить специальное разрешение в консульстве, в посольстве, в своей стране, да, прежде чем вылетать в Аргентину. Ну, как вот это не любить все, ну, как красиво. Короче, я вернулась в Москву на работу, все дела. В ноябре я поехала в Египет, вернулась, получила зарплату, куда-то ее там на какие-то вклады. В общем, ни гроша в кармане, с своим этим аргентинцем я практически не общалась. И тут он мне говорит: а приезжай Новый год со мной праздновать. Я такая думаю: боже мой, ну это же мечта встретить Новый год в жаре, летом. Никакого снега, никакой зимы, ну красота же. Билеты на Новый год стоили в 2 раза дороже, чем обычно. Деньги я, по-моему, занимала у родителей. И, как вы помните, я не могла с 7 ноября 6 месяцев летать в Аргентину. Вместо того, чтобы пойти в консульство, там, в посольство, как со всем этим разобраться, я решила положиться на наш прекрасный авось и полететь вот так. И вы знаете, вот я уже к тому моменту, естественно, какие-то мысли у меня были о том, что мне нравится эта страна, мне нравится этот язык. Я изучала уже в том числе историю Аргентины и пыталась познакомиться с какими-то еще людьми, которые могут мне быть полезными. То есть не зацикливалась на этом аргентинце, с которым мы вообще практически... Ну, мы общались, да, как-то вот на уровне отношений. Я мало с ним общалась именно по поводу возможностей вообще, чтобы понять эту страну. И заводила я знакомства именно для возможной когда-нибудь либо иммиграции, либо, ну, действительно каких-то возможностей. Так вот, в этой поездке случился как раз тот переломный момент, когда я поняла, что я хочу уехать. В климатическом плане 2010 год был явно черти что. Значит, в августе там горели торфяники, а в декабре был ледяной дождь. И как раз в дни, когда мне нужно было вылетать, прошел этот ледяной дождь, и какой-то совершеннейший коллапс был в аэропортах. Значит, закончился вот этот вот коллапс. Появился коллапс якобы у Аэрофлота, что у них там какой-то ну не какой-то, а вот этой вот жидкости, да, которая обрабатывают самолеты в холодный период года перед взлетом, вот у них якобы закончилась эта жидкость. И были новости уже о том, что самолеты не вылетают ни в какие направления и уже сутки как не вылетают. И приходит мой день, когда мне нужно лететь, я приезжаю в аэропорт, спрашиваю у сотрудников, которые регистрируют людей, вылетают ли самолеты, они говорят: да, вылетают. Это было сделано специально, потому что когда ты уже зарегистрировался на рейс и потом выходишь из вот этой вот зоны свободной торговли, вот эту, ну да, уже после таможни, то все, как бы ты теряешь билет и не имеешь права ни на какие ни возвраты, ни ничего. А вот если до регистрации, то можно было бы как-то покачать права и так далее. Ну, внутри скопились люди, естественно, все друг друга спрашивают, все говорят, что ничего не известно, никто никуда не летит, люди спят на полу, еду никакую не дают, сотрудников Аэрофлота нет, и на вопросы они, соответственно, не отвечают, потому что их нет. И я одна, у меня вещи, естественно, я даже боялась чисто лечь поспать, потому что те люди, которые там были, какие-то адекватные, какие-то просто уставшие, какие-то уже просто от злости начинали врываться в duty-free, там, вот, без оплаты забирать бутылки виски, напиваться, делать что-то, что. Ходили, по-моему, все курили вообще уже где угодно, никто ничего никому не говорил, потому что люди действительно были на взводе с детьми и так далее и тому подобное. И вот это вот скотское совершенно отношение к людям было, потому что, просто хотя бы скажите что-то, что, почему, когда, сколько ждать, можно ли поспать, нельзя ли поспать. Самолеты давали, не объявляя. Это тоже понятно, почему делали, чтобы не было толкучки, потому что скопилось уже за 3-й день, то есть 3 дня на один рейс. Кто-то, естественно, там не выдержал, уехал, но в целом людей было очень много, и если бы объявляли самолет, то
все бы эти люди претендовали. В общем, я пробыла там больше суток, и один самолет я пропустила, потому что мы вроде как все адекватно решили, что будет приоритет у тех, кто дольше ждет, а на второй самолет никакого приоритета уже решили не давать никому, а как бы вот подошла моя очередь, а просто все напролом влезли. В общем, я прорвала. Вот ОМОН стоял, да, там живая сила ОМОНовская, и я вот просто напролом бежала, влетела в самолет, а у меня же пересадка в Мадриде. И спрашивала, я говорю: Мадрид, ты что говорите? У меня же никакие билеты, ничего не поменяли. Они говорят: да вы там что-нибудь скажите. Это я из-за спины ОМОНа орала. Они говорят: да мне там скажите, они все в курсе нашей ситуации. Зашибись. В общем, это было отвратительно. Я видела этих испанских мальчиков, которые рыдали и говорили: я в Россию больше никогда не поеду. Это было очень-очень плохо. К нам очень по-человечески отнеслись стюардессы, конечно, которые, по идее, на борту нельзя было пить алкоголь, но все мы были с алкоголем, если с кем-то там подружилась, и все просто выпили, расслабиться и уснуть. И у стюардесс мы попросили дать стаканчики Кока-Колу, и они нам сначала, мол, типа, нет, до слез нельзя, алкоголь нельзя, и мы просто вот посмотрели на них теми лицами вот, измученными, и нам сказали: ладно, делайте, чего хотите. Но это была очень такая негативная эмоция, а я знала, что я лечу в страну, в которой вот какое-то человеческое отношение к людям. Пусть оно не всегда настоящее, пусть оно часто показное, но хотя бы показное. И вот тогда я поняла, что я хочу уехать. Смотрите, какая красота. Вот тут какой-то прям... Ой, наверное, не видно, да? Сейчас я дорогу перейду. Не перейду. Так, продолжаю рассказ. Значит, улетела я все-таки. Прилетела в Аргентину. Так, хочу показать вам, вон там здание красивое. Значит, прилетела в Аргентину, ну, представляете, да, сколько дней я там куковала в аэропорту, потом еще 12 часов стыковки у меня были в Мадриде, нигде не помыться, ничего. Грязная. В общем, неприятной женщиной я приехала в Аргентину во второй раз. Но поездка моя была приятная. Провела я время там замечательно. Солнце, лето, Новый год. Конечно, как это называется? Называется это интересный опыт празднования Нового года в теплом летом, в жаре. Это сейчас я уже... Так вот, это сейчас я уже понимаю, что атмосферы не хватает и вообще как-то вот не то в жару Новый год встречать. Но тогда это было интересно и здорово попробовать. Пока я тут собираюсь с мыслями, чтобы продолжить свой рассказ, покажу вам красоту. В общем, во вторую свою поездку я уже начала заводиться с какими-то новыми полезными знакомствами, люди, которые мне потом очень-очень сильно помогли, и просто очень хорошие люди. К сожалению, одного из моих друзей уже нет в живых, но это, конечно, люди, которые сыграли очень большую роль в моем отношении к Аргентине и в том, что мне удалось действительно остаться, не разочароваться и так далее. Так, значит, вернемся к декабрь-январь. Значит, я Новый год 2011 я встретила в Аргентине. И прикол, короче, был в том, что, значит, друг этот мой, когда меня встречал в аэропорту, он увидел мое лицо, когда я увидела Буэнос-Айрес. И вот радость такая. Или это уже была, когда я приехала на ПМЖ. В общем, не помню, в какую-то поездку он мне сказал, говорит: хочешь, я машину остановлю, мы ехали домой. К нему домой.
Говорит, хочешь, я машину остановлю, ты выйдешь, там землю поцелуешь. Такая счастливая. Я была безумно счастлива. Вот. Особенно, когда я поняла, что мы въехали именно в город, и уже не в провинции, аэропорт в провинции. И это, конечно, такое непередаваемое ощущение. И я вот сейчас гуляю по этому району. В следующий раз он жил уже в другом месте, я у него останавливалась. Но это тоже рядом. И вот эти первые мои эмоции от Буэнос-Айреса, они, конечно, сложились именно в этом районе. Ну, как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Новый год 2011 я встретила в Аргентине. Я уехала все-таки, несмотря на весь мой этот вот страшный опыт сидения в аэропорту и какого-то... я же вам не рассказала, что... Там же правило было, да, что я не могу с ноября 6 месяцев летать в Аргентину. И вот я там посидела в аэропорту в Шереметьево из Аэрофлота, а потом, когда я влетела в Аргентину, у меня начались проблемы там на таможне, потому что на паспортном контроле, потому что, по идее, я въезжать не могла. А я очень плохо тогда говорила на испанском, то есть я только-только начала учить, причем учила я, естественно, классический испанский. Это такие... Поначалу, когда ты еще и вообще, в принципе, плохо знаешь, это серьезные различия, ничего не понимаешь, сказать ничего не можешь. В общем, меня отвели к какому-то там начальнику, пограничникам и так далее. Объяснили мне, что, значит, влетать я не могу, такой-то закон, тот, все-то. И, я начала как-то на полуиспанском, полуанглийском объяснять свою ситуацию, что вот я не знала, я все знала, и просто так работала, что мне некогда было этим заниматься, и честно, я поленилась. И я вот рассказывала, что да нет, пожалуйста, умолять там их чуть ли не со слезами на глазах. Объясняю, что я и так уже в аэропорту в России посидела сутки, что еще сутки я сидеть не хочу. Они мне говорят, да ты не переживай, говорят, у тебя же обратный билет есть, мы сейчас тебе его поменяем, и ты все, вернешься в Россию. Я говорю, я туда не хочу, пожалуйста, не надо. По-моему, это было 29 или 30 число. Или они хотели меня 30-го отправить. В общем, я им говорю, куда вы меня отправляете? Новый год на носу. Я же не могу лететь в Новый год. Вы что, пожалуйста, сделайте мне подарок на Новый год. И, в общем, мне сделали подарок на Новый год, меня пустили. И это тоже, конечно, сыграло свою роль. Я обалдела вообще. То есть я не знаю, на что я сама рассчитывала, потому что, это пограничники, это не просто там разрешите зайти за ограду, сфотографировать. Это вот серьезные вещи. На что-то я рассчитывала, видимо, как раз на то, что и получила. И да, мне разрешили, в общем-то, въехать в Аргентину, и счастье мое, конечно, было безграничным. И я, 3 недели, по-моему, я была, чуть больше. Замечательно тоже провела время, посмотрела другие города, все чудесно, и вернулась уже в Россию с решением, что да, надо посерьезнее учить язык, посерьезнее учить историю Аргентины и побольше еще работать. Я и так уже с сентября очень много работала, и работала я на то, чтобы скопить деньги и все-таки приезжать в Аргентину. Кстати, это аргентинец мой, у которого я останавливалась, с которым у меня были какие-то первые отношения, он очень скептически относился к этой затее, говорил, что язык я не выучу, работу не выучу, и вообще ничего у меня не получится, поэтому мотивация, конечно, у меня была скорее из серии «да, ты дурак и не прав». И, как видите, оказался дурак и не прав. И так получается, что моя первая поездка случилась в августе 2010-го, вторая поездка случилась в декабре 2010-го. Я там встретила Новый год 2011-го, уехала, и 30 сентября это был первый день
вот это вот правило, да, я же въехала какого там 29 или 30 декабря, с этого момента 3 месяца я могла находиться по визе, мне дали 3 месяца, и после истечения этих 3 месяцев, да, с марта по сентябрь 6 месяцев я не могла въезжать. И вот 1 октября был первый день, когда я могла въехать. И 1 октября я прилетела, собственно, уже на ПМЖ. Меня снова там шмонали на границе и высчитывали вот эти дни, но все оказалось верно. У меня еще случился такой типа закончик, что мне надо уехать обязательно до своего дня рождения. Мне исполнялось 25 лет. Я считала, что если я до 25 лет не уеду, то я вообще не уеду. Надо уезжать обязательно до. Родители меня, конечно, не удерживали, но они вот советовали: доучи язык, потому что мой курс был 2-годичный, а я вот год отучилась. Ну вот мне втемяшило в голову, что мне нужно. И 4 чемодана. И я тут. Ну, дальше были, естественно, и сложности с поиском работы, и разные варианты, и время такого отчаяния от того, что я не могла никак найти работу. Но в итоге вот я нашла работу, помотавшись еще там в других местах. Друг этот мой мне тоже всячески, ну не всячески, в общем, у меня была такая ситуация, что мне очень нужно было, чтобы он меня устроил якобы к себе на работу, он меня устроил. Потом я оттуда, соответственно, нашла другую работу, уволилась. И другие организации мне тоже очень помогали. Мой вот самый первый опыт работы был тоже у друга, которого больше с нами нет, к сожалению. Но вот у него был отель, и меня взяли туда замещать девочку, которая была в декрете. Декреты здесь 3 месяца, поэтому мне давали на 3 месяца. Миграционная служба не приняла 3 месяца, сказала 4. И вот он на свой страх и риск, не посоветовавшись с советом директоров отеля, дал мне все-таки 4 месяца. И это, в общем-то, как бы первый опыт. Уже все-таки проще резюме с первым опытом в другие места подавать. После этого, соответственно, у меня было еще одно место, где я там судилась, и вообще веселая история. А потом уже я нашла нынешнее место работы, в котором я работаю там с февраля, получается, какого? 2013. А в июне примерно мы познакомились уже с Маргитсом, а еще через год мы начали с ним встречаться. В общем, ну как-то вот так. Ну и вот, да, в принципе, вся эта история, наверное, закончена. Что уж сыграло основную роль? Ну, в принципе, да, я очень полюбила здесь людей. Про климат тоже, но зимой я, конечно, мерзну. Мог бы быть и получше. И вот, да, та неприятная история. Я понимаю, что это, конечно, частный случай, что вот так просто совпало. Но, значит, я считаю, что так должно было совпасть, чтобы повлиять на меня. И вот, чтобы я приняла все-таки это решение, о котором больше никогда не жалела. В принципе, я думаю, наверное, все. На этом моя история заканчивается. Если у вас остались какие-то вопросы, если вам интересно еще что-то, пожалуйста, в комментариях. У меня нет никаких там тем табу, пожалуйста, задавайте вопросы, на все отвечу. И спасибо за ваш интерес, за мотивацию сделать такое видео. Я, по-моему, никогда и нигде не рассказывала полностью историю, почему и как я переехала, и вообще, что случилось. Вот, постаралась максимально искренне рассказать, но если у вас остались какие-то еще вопросы, welcome. Пока.